Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Федор Крашенинников на связи прямо сейчас, публицист и обозреватель. Федор, приветствую вас. Добрый день. Федор, начать я хочу, конечно же, с диспозиции на будущих мирных переговорах и решающей недели, по словам Рубио, которая наступила. Собственно, ничего решающего пока не предвещает календарь, может быть, что-то будет внезапное. Однако неделя, потом еще одна неделя, вот это мы слышим постоянно от Трампа, от Рубио. Трамп несколько видоизменил свою риторику после 15-минутной аудиенции с Зеленским. Вообще пресса мировая эти стульчики и эту, скажем, короткую встречу в красках описывает. Некоторые говорят, что произошло чудо на похоронах Папы Римского. И, собственно, сейчас все поменяется. Как вы думаете, что именно поменяется? И то, что Трамп сейчас, дает опять пас в сторону Путина, мол, Путин, прекрати огонь, садись подписывать сделку. Это и все признаки решающей недели в российско-украинской войне? Я думаю, что главное, что беспокоит Трампа, это его 100 дней. Я как раз сейчас посмотрел, у меня есть специальная программа в телефоне, и называется среди разных дат, которые считает «Золотая эра Трампа», как он сам это назвал. Вот сегодня 99-й день. По американским всем внутренним традициям 100 дней президента, он меньше подвергается критике, все ждут, что вот у него есть 100 дней, чтобы показать себя, и по итогам 100 дней президент должен отчитаться или, может быть, не отчитаться, но его сторонники или там критики будут подводить итоги, что же произошло за 100 дней. И на свою голову Трамп пообещал скорое завершение войны в Украине. Как посчитали доброжелатели, 53 раза он это обещал в ходе кампании, и потом, то есть много-много раз во всеуслышание он говорил, что он прекратит эту войну. И он в этом смысле заложник собственных обещаний, то есть никто его за язык не тянул. Он мог бы говорить, что я буду этим заниматься, я буду что-то с этим делать, но он как бы сам себя загнал в рамки, что он это быстро сделает. Да? После 100 дней говорить слово «быстро» уже немножко странно. Да? Получается, что уже как-то совсем не быстро. Да? И не 24 часа, и не неделя, не месяц, а ничего. И на него, я думаю, это давит больше всего, капает ему за шиворот, так сказать, вот это вот горячий металл. И он, конечно, чувствует, что Путин его плохой партнер в этом смысле. Опять же, не потому, что, может быть, даже он его как-то сильно любил, хотя по этому поводу можно дискутировать, но он его подводит. Конечно, бы Трампу хотелось предъявить американским избирателям, а его ничего, кроме американских избирателей, не интересует. Мнение украинских людей, российских людей, европейцев вообще абсолютно не беспокоит его. Его беспокоит, что по этому поводу думают в Америке. И действительно, повод, что он обещал, не сделал, это хороший козырь для его врагов. Это единственное, что его беспокоит, поэтому я думаю, что если Зеленский что-то ему и мог сказать, то только, очевидно, то, что мы все и так можем наблюдать, что никакого прекращения огня со стороны России не наблюдается, Россия продолжает обстрелы, продолжает наступать, более того, что гораздо важнее в политическом смысле, продолжает говорить на языке ультиматума. То есть вот эти все разговоры, что согласны там к чему-то, а к чему согласны, они снова и снова повторяют свой ультиматум, который звучит уже давно, и предлагают или, так сказать, по нему заключать мирное соглашение, или не видят никаких причин что-либо делать. Да, вот я сейчас буквально перед эфиром прочитал сообщение, может быть, пока мы с вами говорим или выйдет этот эфир, что-то уже поменяется, как часто бывает, но Песков сказал, что никаких переговоров Трампа с Путиным пока в графике нет. Конечно, они могут быть оперативно согласованы. То есть понятно, что они могут и прямо сейчас разговаривать, или там сегодня вечером, или сегодня днем, но могут и не разговаривать. То есть, во всяком случае, пока вот сказать, что намечена встреча, намечен разговор, уже это было бы чем-то. То есть, по сути, остается сутки у Трампа, чтобы или к 100 дням получить хоть что-нибудь, или ему все скажут, прошло 100 дней, а война как шла, так и идет. Кстати говоря, не только в Украине, но еще и в Газе, где должны были уже, так сказать, начать строиться казино и отели, как нам рассказывал величайший дипломат современности Уитков. Как вам кажется, так а что в эти 15 минут было?
Ну вот там уже читают по губам, там говорят, что Зеленский не против, сделайте это, но не так, не таким способом, что это, в общем, такая очень интересная интрига. Ну, Трамп выходит и прямо говорит, Зеленский ради мира готов уступить Крым. Ну, вот прям вот так берет и говорит. С точки Ну, зрения украинского законодательства, сейчас надо собирать Майдан и сносить Зеленского. Ну, все прекрасно понимают, что этого всего не будет, но Трамп, с одной стороны, вроде как риторически, ну, как вы выразились, недоволен Путиным и хотел бы, чтобы вот сейчас как бы вот, как-то его переубедили в Ватикане, что это вот Путин мешает прекращению огня, там, прекращению войны. Но, по сути, он же Зеленским тоже недоволен, причем не знаю в какой степени, большей или меньшей. Ну, я думаю, что сейчас, возможно, уже в меньшей степени, потому что если бы я был, так сказать, не дай бог, на месте Зеленского, я бы, конечно, ровно это и сказал Трампу, что я-то на все готов, пожалуйста, пусть подавятся, что-нибудь там захватили, но вы же видите, что они вообще не собираются не прекращать войну, не останавливаться, что их планы гораздо дальше. То есть вот эта вот идея, что они могут пойти на какие-то, остановиться, сказать, что вот что-то там вернуть, этого не будет, ну, а мы типа готовы. Возможно, это была риторическая фигура. Проблема с Трампом в том, что он настолько медийная фигура, что он сразу все выносит в паблик. И это, кстати, очень тонко чувствуют с российской стороны, поэтому они очень, очевидно, я бы так сказал, риторически осторожны. То есть, судя по всему, ничего такого, что они не сказали ни Трампу, ни Уиткофу, что Трамп мог бы вынести в паблик и тем самым нанести ущерб как бы какой-то вот путинской позиции. Да? Поэтому они общаются аккуратно, общаются, проговаривая какие-то строго выверенные формулы. Ну, опять же, потому что все чиновники боятся, что, не дай бог, что-нибудь ляпнут на переговорах, а потом, значит, подставят Путина, бошку отравят. Поэтому выглядит все это следующим образом. Россия повторяет выверенные вот эти вот тезисы своего ультиматума. Вокруг этого, очевидно, идут все переговоры. Украина в частных беседах пытается, и, ну, в общем, правильно с точки зрения переговорной стратегии, показать, что это не мы виноваты, а Путин. С таким человеком, как Трамп, это сказать, ну ладно, мы уже на все согласны, давайте, раз вы думаете, что дело в нас, то, значит, возможно, дело-то и не в нас. Мы же вот на все согласны, даже на какие-то ужасные, там, непредставимые требования с точки зрения украинского законодательства и вообще всего, так сказать, президентства Зеленского отдачи каких-то территорий. Но, возможно, риторически он как-то это проговорил, и Трамп, который нуждается в хороших новостях, вот, то есть это главная проблема, Трамп нуждается в хороших новостях, ему надо что-то говорить своей аудитории, все идет хорошо, вот видите, какие-то знаки поступают хорошие, и любое согласие, там, риторически как-то выражено украинских властей на уступки, он, очевидно, сверяет с российским ультиматумом. Ну, а давайте скажем честно, тут как бы не так много вариантов. Есть четкие требования. Ну, я не говорю, что они хорошие и правильные. Просто говорю, что вот у Путина есть набор требований, он их постоянно повторяет, да? И вся его команда. И, соответственно, как только украинская сторона в любой самой аккуратной форме говорит, что мы готовы на какие-то уступки, значит, Трамп берет вот путинский ультиматум, говорит, ну, что тут самое, так сказать, базовое у Путина. Да? По поводу Крыма Путин даже не ведет переговоров. Да? Это тоже важно понимать, что они постоянно это говорят, что Крым и даже обсуждать не будут. То есть Крым уже как бы российский, даже не начинайте. То есть, соответственно, если Зеленский говорит, ну, мы готовы на какие-то уступки, может быть, он что-то свое имеет в виду, я тоже, правда, не очень понимаю, что, то Трамп это трактует, ну, значит, какой-то из пунктов вот этого ультиматума, значит, уже как бы согласован, да, очевидно, самые базовые, вот, наверное, Крым. Да, то есть я не думаю, что, может быть, даже Зеленский мог прямо сказать, что мы готовы отдать Крым. Но Трамп это так мог прочитать. Ну, раз вы же готовы на уступки, ну, какие там уступки очевидные, да, ну, Крым, наверное, да, что еще. То есть я думаю, что, и не только я так думаю, это, в общем, уже пишется во всех газетах европейских, западных, что по поводу Крыма в американской администрации как-то уже пришли к идее, что бесполезно. Что Крым уже, наверное, российский, и как бы что с этим спорить, да? Понятно, что для украинского политического правящей группы и какой-то части общества, которая воспитала себя на такой вот риторике, что никогда ни за что, это, конечно, катастрофа. Ну, то есть даже говорить немыслимое, да, такое, говорить немыслимое. Проблема в том, что для Трампа, Уиткофа и всей вот этой компании, которая сидит сейчас в Вашингтоне, они вообще не понимают сути проблем. Вообще, в чем вообще проблема? Нет, ну смотрите, мы тут дело не в том, что понимает или не понимает сути проблемы. Тут дело в другом. Игра идет просто на разных слоях.
вот совершенно на разных слоях и на разном языке общаются между собой, Да. дипломатически разном. То есть вот эта аудиенция, там же понимаете, в чем дело? Вот эти 15 минут, которые все обсуждают. Зеленский, ну, Трамп же берет и выдает все. Ну, он такой простой, как двери. То есть, да, что услышал, так и интерпретировал по-своему и выдал. Там в самолете, в перелетах, спускаясь, поднимаясь там на трап, на площадке этой взлетной. Ну, он говорит, ну, Зеленский просит оружие. Ну, так он просит уже 3 года это оружие, как бы так. Вот и вся, как бы, подоплека вот этих всех встреч. Ну, и до этого просил. Подумаешь, оружие, Зеленский там, ну, дело не в этом. У Трампа своя игра, у Зеленского своя игра, у Кремля тоже своя игра. Выходит Песков сегодня и говорит, что ну, Москва ждет четких сигналов от Киева, чтобы возобновить прямые переговоры. То есть, опять-таки, Зеленский говорит, вы прекратите огонь без предварительных условий, вот давайте просто перестанем стрелять, а потом мы готовы к любому формату переговоров. А мы видим, как вот как бы просачивается позиция с другой стороны Кремля. Говорит, давайте к прямым переговорам, мы никогда не отказывались. То есть без прекращения огня, но прямые переговоры. И там, простите, но Лавров уже там, как у себя дома, как постоянный эксперт на американских каналах, да, то есть пробил вот эту историю, собственно, Дмитриев, когда приезжал с визитом. Все, то есть идет там как бы другая повестка. Они предлагают кремлевские другую повестку. Говорит, давайте прямые переговоры. Но без прекращения огня Зеленский не сядет за стол переговоров. Я вам даже больше скажу. Даже когда условно, гипотетически, если вся эта история продавит прекращение огня, и тогда не сядет за стол переговоров, и у нас будет вот это вот тяни-толкай, Минск-3, потому что все как бы так заморозится и будет опять накачиваться, пока не прорвет. В этом стратегия Зеленского. А Кремль просто подставляет очень интересную дипломатическую ловушку под это дело. То есть давайте, мы готовы, прямо давайте поговорим. Но Украина отказывается пока от прямых переговоров. Ну, вы правы, что у всех своя игра, и игры у всех как бы у каждого про свое. Например, российское предложение – это такая тоже четкая ловушка. То есть, и, собственно, подмен понятий. Да? То есть Трамп настаивает, Трамп хочет остановить войну, как он постоянно говорит, чтобы люди не гибли. Да? То есть его бы устроил любой формат, при котором прекратили стрелять. И здесь Зеленский как бы нашел общую как бы с ним почву. Да? Мы тоже хотим, чтобы прекратили стрелять. А Россия в ответ, как бы не слыша эти оговорки, говорит, да-да, а мы готовы к прямым переговорам, но без предварительных условий. Но что такое переговоры без предварительных условий? Я уже про это несколько раз говорил в разных других местах на своем канале, что, ну хорошо, собираются люди в каком-нибудь очередном Стамбуле, приезжают 2 делегации, российская и украинская. Российская делегация достает из кармана, значит, свой ультиматум, без всяких предварительных условий зачитывает его. Украинская делегация говорит, на это мы никогда не можем согласиться, на этом прямые переговоры заканчиваются без всяких условий, а что как бы. То есть к этому они согласны, они готовы зачитать снова Украине, так сказать, свои условия, а потом сказать американцам, ну, слушайте, мы готовы были, они, видите, не готовы, да. Украина примерно в то же играет сейчас, что, видите, мы готовы, но вот они не готовы. И мне кажется, что позиция Зеленского немного слабее по той простой причине, что Путина вполне устроит, если Трамп махнет рукой. Ну, то есть, возможно, его игра в этом и состоит. Подвести к Трампа к идее, что 2 этих Владимира, значит, оба упрямые бараны, черт вообще их, чума на оба и дома. Я что мог сделал, как они уже несколько раз про это, так сказать, проговаривали, да, на разные лады, что мы уже пытались, хотели. Они нас вот не слушаются, они там какие-то свои славянские там игры играют, кто их разберет на краю Европы. Поэтому все, что нам остается, это плюнуть на них, на всех и уйти. Причем уйти в том смысле, что перестать помогать Украине. Да? То есть вот эта фраза «мы там умоем руки и выйдем без переговоров», она по большому счету для России очень сильно улучшает ситуацию. Да? Ну, то есть хорошо, американцы ушли и перестали помогать украинцам. А в чем подвох? Ну, здорово и хорошо, пусть уйдут. Если почитать, что пишут во всех этих, так сказать, зетовских паб, не во всех, во многих, да, они, в принципе, это и пишут, что американцы всегда были врагами, и если они вообще перестанут вмешиваться в эту ситуацию, ну и слава богу, в этом и смысл. То есть, как бы Путин, его устраивает 2 варианта действий Трампа. Значит, или он надавит на Украину и заставит подписать все, что Путин хочет. Первый, очень хороший вариант, вот прям Путину очень нравится. Он бы хотел.
конечно, чтобы Трамп сломал Украину об колено и, значит, заставил все подписать, и все чудесно. Нет, ну, значит, не мытьем, так катаньем, да, тогда, значит, пусть Трамп разочаруется, почувствует, что его обманули все. Причем, я так понимаю, что он вынесет обиду все-таки на Украину. Почему? А что она не отказалась-то, не отдала-то Путину? И то, что у нее и так уже нет, да? Ведь у Трампа сделка выглядит следующим образом. Путин торгуется за то, что у него де-факто есть. Ну, то есть вот какие-то территории он де-факто контролирует. Причем Крым и там Донецк, Луганск уже 10 лет. Как бы это, ну, с точки зрения Трампа, для которого не существует прошлого какого-то, да, существует только настоящее, ну, как бы вот есть то, что есть, маем, что маем, да, вот, значит, это вот уже контролируется Россией, что, собственно, с чего ради он должен уступать. Трамп тоже не из тех людей, которые то, что у него есть, так просто отдают. Украина торгуется как бы тоже тем, что у нее есть с точки зрения Трампа. Но тут Украина говорит, нет, позвольте, мы не можем поступиться, значит, по принципу, мы не можем согласиться на то, на это. Ну и что 10 лет уже Крым, значит, контролируется Россией, мы все равно это никогда не признаем. Ну, он это воспринимает как упрямство какое-то. Ну, не знаю, плохо, что не признаете реальность, да? Ну, значит, я ничем не могу вам помочь, дорогие друзья. Всем удачи. Вот пусть европейцы... Не, подождите, вот здесь очень опасная такая, может быть, опасное место, которое приведет к ошибке. И тогда вся последующая логика просто даст сбой. Да не уйдут Соединенные Штаты Америки из Украины. Ну как это, взять и уйти из Украины? Ну, из Афганистана ушли, почему? Подождите, так, ощущение, собственно, вот этого ухода, да, то есть сейчас вот это вот происходит возня с этой сделкой по недрам. Шмыгаль рапортует там, прошлой ночью о том, что смотрите, мы договорились. В общем, то есть понятно, что с украинской стороны звучат такие потужные заявления от премьер-министра о том, что мы так мощно, да, вот там сейчас работа продолжается, мы там встретились с министром финансов, вот это все, сейчас вот мы выписываем. Что говорит нам Шмыгаль? Он говорит о том, что Украина – это очень важно. То есть это зашито в позитив, но если вчитаться, мы видим, Украина признает за собой вот этот долг в этой войне. Она признает этот долг. То есть все, что мы навоевали за вот эти 3+ лет, это пойдет вот в этот пассив. Дальше уже детали, то есть как будут рассчитываться, куда будет поступать выручка, чего-то где-то, как-то куда-то, то есть сразу, не сразу, то есть это вот дальше уже мишура, и нам тут рисуют победы. Но суть остается прежней, Украина заплатит так или иначе, тем или иным способом за оказанную помощь. Это принципиальная позиция, это разрыв просто, да, на самом деле. Но Зеленский и его премьер-министр идут на это. Ну, Второй посыл про Шмыгаля, ну, как бы просто, чтобы к нему уже не возвращаться, это говорит, мы согласовываем какие-то пошлины на группы товаров из России, я так понимаю, при будущем нормальном товарообмене между США и Россией, там, всем миром, я так понимаю, при снятии санкций, частичном или полном снятии санкций, что вот там процент будет идти на восстановление Украины. Короче, репарации. Вот так выглядят репарации. И это тоже вписано якобы, если верить Шмыгалю, вот в эту сделку. Поэтому, как бы, смотрите, процесс деловых коммуникаций нам не говорит, что США будут уходить. Ну, я на это немножко по-другому смотрю. Действительно, большое заблуждение, мне кажется, многих тех, кто наблюдает за всем происходящим, то, что Украина так уж важна для США. Пока это все выглядит следующим образом. Украина пытается вот через эту сделку про металлы, которые заговорили, так называемые, там не про металлы, это сам только речь, как бы понравится чем. Смотрите, а у нас есть что-то ценное. И тут, значит, эти торгаши, назовем их таким образом, словом, из окружения Трампа, говорят, о, да, действительно, есть чем поживиться. Смотрите, у них же можно, дурачок давал деньги, а мы, значит, можем поживиться, да, и получить. Ведутся переговоры. Но это же экономический трек. Предположим, Трамп скажет, я умываю руки, все бесполезно, ничего не получилось, пойду-ка я отсюда. Они свернут все это. Но вексель-то останется. То есть это же не помешает американцам со всем присущим им цинизмом с этим векселем приехать в Украину, когда через какое-то время все равно война закончится там, с усилиями Европы или как-то еще. И тут придут американцы и скажут, да, кстати, вы же нам денег должны.
То есть, ну и что мы ушли, умыв руки там условно в апреле-мае 25 года? Ну, ушли, а деньги-то, вот он, векселек-то у нас имеется. Поэтому извольте заплатить. Ну и что мы там умыли руки и ушли? Без нас бы вообще вы рухнули еще в 22 году, например. Да? То есть, если развести экономический трек желание получить деньги и желание во всем этом участвовать, то, мне кажется, с цинизмом Трампа и его администрации это вполне согласуется. Ну ладно, что мы из политического процесса ушли, перестали сводить деньги, перестали сводить оружие, рано или поздно эта ситуация каким-то образом сама там закончится, а тут мы приедем и скажем, кстати, вот у нас тут имеется, должок у вас имеется, отдавайте. Ну, если вы же хотите вернуться в нормальную экономику мировую, то мы же американцы, мы вам тут можем помешать вашему возвращению. Украина имеется в виду на мировой рынок, вы же нам денег должны. То есть ужас-то именно в том, что Трамп и его окружение, они смогли вписать вот этот экономический компонент во всю эту войну. А я прекрасно помню, что когда деньги давали Украине, как бы предполагалось, что такая помощь. Ну вот мы помогаем, да, то есть в трудное время давали в долг, потом сказали, ой, знаете, что-то мне не нравится, вы мне перестали нравиться, я вам больше не буду в долг давать. А потом через некоторое время у вас там ситуация наладилась, и, значит, к вам приходит и говорит, подождите, а вы помните, мы вам деньги давали? Вот пришла пора отдавать. У вас же мир наступил, вы же там как-то вот закончили воевать. То есть мне-то кажется, что экономически все эти истории, они могут просто заморозить, если заморозиться политически, да, потому что и в этом смысле экономически они никуда и не уйдут. Они будут просто ждать, пока как-то все это разрешится, чтобы потом предъявить вот эти свои векселя. Так, а кто будет разрешать? А кто-нибудь, ну, то есть, очевидно, вопрос в том, что рано или поздно это кончится, война вечные лица. Нет, так понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что вот на Земле сейчас пишут о серьезном обострении и больших проблемах у ВСУ на Покровском направлении. Ну, немножко так военной темы коснемся с вами. То есть эта угроза над фронтом. То, что на нее там закрывают глаза и говорят, что это нереально, ну, там, условно, выходит нам Залужный, британско-украинский там форум, и он записывает красивый подкаст вот этим поставленным голосом с накруткой тембра, и вот он говорит о том, что смотрите, война зашла в тупик, вот эти дроны, рэбы, ПВО, малые группы, вот невозможно продвижение, все красиво и вообще великолепно, да, посол Британии, Украины в Британии, бывший главком, да, которого там сняли, туда отправили. Проблема только в том, что у нас есть прецедент в Курской области, тема которой закрыта. На самом деле закрыта. Хоть там Генштаб говорит, что нет, мы там еще что-то держим, какую-то там улицу, где-то чего-то. Но по сути тема с Курской областью все, то есть закрыта. С точки зрения России надо закрыть эту тему и уйти, идти на переговоры. Вот эти прямые, о которых говорит Песков и ждет, да, вот, мол, давайте, сигналы давайте, что мы готовы прямо поговорить. То есть с точки зрения России все идет по этому сценарию. Но тут есть один нюанс. Если там на фронте ничего не может произойти катастрофического, то что нам показала Курская область? И там новости идут с опозданием, конечно, со стороны КНДР, но Ким Чен Ын уже памятник будет возводить в Пхеньяне корейским солдатам, которые помогли русским братьям освободить их исконные территории. Представляете? Песков говорил, что это утка, чушь, еще там раньше эти все А сейчас все как должное. Публикуется куча фотографий с теми северокорейцами. Вот смотрите, северокорейцы плечом к плечу. Зачем это делается? Ну, смотрите, про Курск я с вами согласен. И вообще, я с самого начала про это говорил, и со мной многие соглашались, что тема Курской области очень сильно переоценена. Была в украинском, так сказать, дискурсе и в нашей, так сказать, иммигрантской публицистике почему-то предполагалось, что вот эти несколько приграничных районов Курской области – это какой-то невероятный актив, просто с невероятным влиянием на ситуацию внутри России, на имидж Путина, что это ужасный удар по Путину, как же так, священная российская земля там кем-то занята. Как выяснилось, это был вопрос времени. Прошло время, так сказать, и вопрос закрылся. Да? Теперь все эти разговоры, что мы этот важнейший курский анклав на что-то там поменяем, как бы нечего менять. С корейцами та же самая история. Тема того, что, ой, надо же, вот на стороне России воюют корейцы. Как бы и что? Ну, воюют. Они это не признавали, моя версия, может, я не прав, по той причине, что признание этого факта требовало согласия двух сторон. То есть должна была Северная Корея сказать, да, мы вот сейчас мы готовы признать, что наши там воюют. А у них своя, извините, кухня, своя пропаганда, своя вообще свой трек.
То есть мне кажется, что для России-то и не было никаких проблем сразу сказать, что такого. Ну, воюют корейцы, воюют, почему нет? У них там кто только не воюет, ну, корейские товарищи нам пришли помогать. Очевидно, я думаю, не было согласия с корейской стороной. По каким-то своим внутренним причинам корейская страна просила этого не делать. Как только корейская страна сказала, ну вот теперь мы готовы, опять же, надо понимать, что там есть богоподобное существо Ким Чен Ын, участие которого в любых заявлениях согласуется на самом высоком уровне. Вот пришел, значит, ответ из Пхеньяна, что товарищ Ким готов публично об этом признать. Ну, как только товарищ Ким готов публично признать, про это, значит, публично готова признать и российская страна, и они хором буквально это признали. То, что говорил Песков, еще раз нам показывает, что ценности заявлений там Пескова равно нулю. Путин в свое время давно еще говорил, что Песков, мол, всякую ерунду говорит. Ну, то есть у него работа такая. Вот ему сказали, слушайте, корейские товарищи не хотят признаваться, поэтому будем говорить, что их нет. Ну, говорили, что нет. Потом корейские товарищи сказали, а мы теперь готовы, вот памятник построим. Политбюро там ЦК Трудовой партии Кореи позаседало, решило, что а чего бы и нет. Тем более, что они, кстати, готовятся к встрече с Трампом. Я хочу немножко вернуться назад, и у меня возникла вот какая мысль, которая на самом деле довольно пугающая и реалистичная. Ведь если ситуация будет развиваться плохо, Украина будет дальше проигрывать, то Путин может выдвинуть Трампу предложение, от которого в Вашингтоне все, извините за выражение, просто обделываются от восторга. А что, если Россия вернет США деньги, которые США потратила на эту войну? Ну, вот Украина не может, значит, Украина проигрывает, Украина нет денег, а мы вам вернем, но вы нам отмените все санкции, начните с нами торговать, и мы вам прекрасненько эти 100 миллиардов через какое-то время вернем. Good deal. То есть или ничего, какие-то навязать какие-то редкоземельные металлы, часть из которых уже на российской территории. Опять же, Путин может сказать, так, пожалуйста, он же это и говорил, так разрабатывайте, что только на нашей территории, под нашим контролем. Это ведь, возможно, об этом тоже идет разговор. Ну что, взять и заплатить американцам там эти миллиарды, так сказать, если им так важно. Или вы ничего не получите, или с паршивого всыхло шерсти коп. Ну, может быть, не 100 миллиардов, а 50. Ну, зато, так сказать, вы их получите гарантированно от Российской Федерации в обмен на снятие всех санкций, на возобновление полномасштабной торговли, нефтью, титаном, всем чему угодно, господи. В этом кошмарная ситуация, как мне кажется. То есть как только во всей этой украинской истории возникла тема денег и возврат американских денег, вот тут, мне кажется, у Путина ушки на макушке. Как только разговор заходит, что можно что-то решить деньгами, вот тут у Путина все налажено. Раздавать деньги, платить деньги за услуги он умеет очень хорошо. Он платил Януковичу за пророссийскую позицию, он содержит Лукашенко, он платит Киму. Он, в принципе, к этому относится хорошо, что если можно кому-то заплатить бабло, просто подогнать бабла, вагон или эшелон, да что нет, это вообще не проблема никакая. Россия богатая, опять же, 100 миллиардов, конечно, огромные деньги, но с точки зрения нас с вами огромные. Да? У состояния одного Маска еще недавно было 200 миллиардов. То есть, как бы, в общем-то, то есть это не какие-то безумные деньги, все сокровища мира. Это просто какая-то вот большая сумма, да, которую в течение, там, я не знаю, 50 лет Россия вполне может взять на себя обязательства и вернуть Америке. Да, и сказать, вы нам все отдайте, а мы вам, так сказать, разрешим, и у вас выгода, что торговля возобновилась, никаких санкций, Трамп великий, еще мы вам деньги заплатим. А Украина, что Украина? Что там от нее останется? Пусть европейцы ей упражняют сколько хотят. Я не говорю, что это моя точка зрения, да, я просто зная, как действует путинская власть, я легко себе могу это представить. И то, что в переговорах участвует этот персонаж Кирилл Дмитриев, который как бы про деньги, фонд прямых инвестиций, может быть, они и ездят по ушам Уиткофу и, так сказать, Трампу. Да кого вы вообще слушаете? С кого вы хотите получать 100 миллиардов? Там вообще ничего нет, так сказать. А вот у нас есть и 100 миллиардов. Если бы вы нам сразу сказали, дайте нам там 100 миллиардов, а мы вам Украину, вообще без вопросов, вот так бы вам их отправили. Да? Это очень большая проблема с Трампом, что он вообще не про идеи, не про ценности. Вот в чем катастрофа. Что европейские политики кувыркаются с учетом ценностей, да, что есть какие-то ценности, мы не можем. Там, по поводу того, насколько искренне украинские политики судить украинцам, что называется, но тоже есть некоторые ценности. Вот, Украина, наша там территория, мы не можем отдать кровью политая. Путин тоже любит поврать про ценности, но как бы вот насчет Путина я абсолютно убежден, что у него никаких ценностей, кроме больше денег, больше власти, не существует. И в этом смысле, конечно, им с Трампом, вот двум циникам про деньги очень удобно договариваться. Деньги, не деньги, выгода, не выгода. Здесь, значит, получить, там получить. И на фоне вот этой вот молотой наковальни двух циников, которые привыкли ворочать огромными деньгами, конечно, все выглядит довольно печально.
Потому что если, повторюсь, люди готовы договариваться о чем угодно за деньги, ну, то есть вот просто идти на любые сделки, лишь бы это было выгодно, ну, как бы тут, что называется, карта и пошла. И я не знаю, сделали ли такое предложение с российской стороны американцам или еще могут сделать, но я вполне вообще представляю. Поэтому то, что Шмыгаль как бы переоценивает важность Украины, что как нас могут не учитывать наши интересы, ведь мы типа вот мы вам должны там такую огромную сумму денег. Ну, как бы, во-первых, почему вы думаете, что вы не будете ее платить, если Америка умоет руки? Это как бы вот вопрос, который до этого. Почему так? Откуда такая мысль, что если Америка сейчас уйдет, умоет руки и плюнет, скажет, мы вернемся позже, поговорим, и что они позже не вернутся с этим векселем. А вторая, что, так сказать, а почему вы думаете, что возместить американцам их чудовищные потери может только Украина? Например, Россия может их возместить, если захочет. Если, ну, повторюсь, не все, не целиком и не сразу, ну, вот вам, пожалуйста, векселек от Российской Федерации, вернем уж так и быть. Раз ваш Байден стянул вас в эту вот, значит, авантюру, мы понимаем ваши страдания американского народа и американских налогоплательщиков, да? Потом Трамп выйдет и скажет, смотрите, какие у нас хорошие выгоды, экономика, еще и там деньги пришлют. Так а что будет с Зеленским тогда? А вот это, мне кажется, кроме как Зеленского, вообще мало кого беспокоит. В этом трагедия Зеленского, что его политическая судьба вообще никого не беспокоит, кроме самого Зеленского. Ну, то есть понятно, что Путин-то вообще его давно списал со счетов. И я про это тоже, по-моему, говорил в ваших эфирах, что уже довольно давно Путин взял курс на то, что никакого Зеленского тут не будет. Что мы с ним не разговаривать не будем, не переговоры вести. И даже если будут какие-то переговоры с Украиной, я не думаю, что они будут на уровне Зеленского, в смысле Путина. Я не думаю, что Путин вообще когда-нибудь захочет сесть за один стол переговоров с Зеленским. Он пошлет каких-то там, вот, кого пошлет, да, с кем разговаривать. А Трампу ему вообще все равно, Зеленский, не Зеленский. Ему надо, так сказать, закрыть эту тему как можно быстрее. Для Европы, ну, я бы тоже не преувеличиваю сверхценность Зеленского. Если на месте Зеленского будет какой-то другой человек, что в Европе что-то изменится, что ли, ну, будет также ездить по столицам, выступать в парламентах другой какой-то украинский президент. В конце концов, мало ли было в истории украинских президентов. Да? Проблема, опять же, Зеленского в том, что он все больше становится, так сказать, вот человеком, без которого все могут обойтись, кроме него самого. И в этом смысле я, конечно, ему не завидую, потому что он... Ну, вот... смотрите, как бы тут такой момент. Ну, Ватикан, переписали протокол, поставили в первый ряд, вот эти там аплодисменты, вот эти все там наряды, костюмы, когда обсуждали. Ну, это прям такая отдельная, прям, ну, прям. Вот. Это в нашем сегменте, мне кажется, обсуждали. Вы знаете, что там, допустим, был представитель Путина на похоронах папы Франческо. Я прочитал полный список всех, кто участвовал, всех делегаций. Кстати, всем рекомендую почитать, очень интересно. Такой срез мировой элиты. Так вот, от Путина там был министр культуры Любимого, между прочим, как в качестве спецпредставителя Путина на похоронах папы. С одной стороны, мне кажется, это некоторая фи, такое вот, типа, мы, конечно, уважаем главу государства Ватикан, который помер, ну вот спецпредставителем поехал министр культуры. Кстати, там был, между прочим, и представитель Лукашенко, спикер парламента господин Сергеев, как я узнал. То есть, по большому счету, там были все, включая довольно одиозных и неприятных персонажей, типа там президент Центральноафриканской Республики, который вот, и еще очень много кто. Там одних только бывших испанских монархов было все 4 династии. Савойский, Бурбон-Пармский, Бурбон-Сицилийский и Габсбурги. То есть там как бы, в общем, собрали всех, кого смогли. И то, что там был Зеленский, да, это прекрасно, он там был. Действительно, папа призывал к миру. Вот его там, опять же, для Ватикана это очень важный момент. Они тоже мастера пиара с тысячелетним, так сказать, стажем. Они все обставили как прекрасным образом в базилике Святого Петра, в красивых интерьерах. Поставили сначала 3 стульчика Макрона, Трамп выгнал, что, кстати говоря, выглядит довольно некрасиво, даже без чтения по губам эта сцена довольно некрасиво выглядит, да, что приходит 3 стула, приходит Макрон, Трамп ему что-то говорит, Макрон уходит, стул уносит, да, и они остаются с Зеленским. То есть с точки зрения ватиканского пиара и дипломатии, они, конечно, выжили максимум. В этом смысле они молодцы, что всем у них надо учиться, да. Католическая церковь 2000 лет на рынке, значит, пиара и самопродвижение, тут они кому хочешь поучат этому делу. Другое дело, что не факт, что их интерес именно в том, чтобы кто-то, ну, интерес защищать Украину. Надо вспомнить, опять же, покойного папу, который с точки зрения, опять же, со своей аргентинской точки зрения, все-таки бэкграунд у него не европейский, он действительно, похоже, искренне не понимал, как и Трамп. А чего вы тут друг друга убиваете? Да? Ну-ка перестаньте. Давайте все перестанем
друг друга убивать, лишь бы не было войны, ой, отдайте все друг другу, помиритесь, дети мои, да? За что, кстати, в Украине его шпыняли, и тоже можно понять. Ну а почему, собственно, римский папа, который по происхождению аргентинец, у которого большая часть паствы живет в Африке, в Латинской Америке и на Филиппинах, должен вообще переживать именно конкретно за Украину? Да? У него совершенно другие, так сказать, приоритеты были. И я думаю, что и новый папа едва ли будет каким-то адептом, а давайте, значит, будем за войну и там призывать к войне до последнего против России. Вообще не надо переоценивать значимость этой войны для мира глобального. Вот что тоже важно. К вопросу опять о Шмыгале и важности Украины. Мы находимся внутри этой ситуации, украинцы, там, россияне, европейцы, там, окружающие страны, корейцы вот северные, да, а весь остальной мир на все это смотрит с недоумением. Я еще, знаете, хочу сказать интересную мысль, которую услышал от одного умного человека недавно, что если мы посмотрим на Трампа, предположим, что Трамп и его команда – это искренне убежденные расисты, ну, так вот просто вот они белые расисты внутри себя, просто они, то с этой точки зрения все вот эти восклицания Трампа выглядят вполне объяснимо. То есть его действительно очень сильно беспокоит, что два белых народа друг друга, значит, кромсают. Вы же белые, так сказать, помиритесь давайте, перестаньте. Он уже постоянно говорит, гибнут 5000 молодых, значит, парней, там, ужас какой. И вот сильно беспокоит, что, значит, на фоне вот этих беспокоящих американских консерваторов расовые проблемы, где-то, значит, на другом конце мира белые люди друг друга убивают. Какой ужас, какая катастрофа. Если, ну, может быть, это анекдотичная точка зрения, но мне иногда кажется, что иррациональный фактор не стоит недооценить. Ну, вот и он так видит, понимаете? То есть Папа Римский не понимает, чего два христианских народа друг друга убивают, перестаньте немедленно. Трамп искренне не понимает, какая разница, кому там Крым принадлежит, вы же одинаковые все примерно с нашей точки зрения, да? Черепа-то у вас у всех же примерно одинаковые, вы белые, чего вы друг друга, ну, какая разница, чей Крым? А изнутри ситуация, это, конечно, непонятно. Да? То есть все те же фразы, вот, которые я сейчас ужасные говорю, сказанные там в Украине, в России, там, не знаю, в Балтии, в Польше, вызывают просто подрыв внутренних органов. Да? Как? Что? Как вообще вы можете такое? Мы же такие разные, у нас там вообще там кровавая там тысячелетняя рознь, мы никогда не будем братьями. Они просто не понимают. И чем дальше будет тянуться вся эта история, тем больше мы будем сталкиваться с тем, что какие-то вот глобальные лидеры с подачи Трампа будут говорить, слушайте, а мы вообще не очень понимаем, что вы там, давайте уже, хватит уже, там, вы не можете отвоевать себе, ну, значит, признайте это, вот вам бумажку подписывайте. К этому, к сожалению, все идет, и это не потому, что мне это нравится, или там я вот восторгаюсь, это вообще ситуация совершенно ужасная с точки зрения того, что кто сильный, тот и прав, это вообще открывает двери в ужасный новый мир, да, но вот этот мир, он очень, как бы, многим нравится, он нравится Трампу, в нем комфортно Путину, там, римскому папу в нем, может, было некомфортно, но по своим причинам, совсем не потому, что он переживал за, так сказать, Украину, а он вообще за всех переживал, такой переживающий был человек, да, ну, у него работа такая, за всех переживать и всем все плакать, там, ноги мыть и говорить, боже мой, бедненький, как же вы так. Но, как бы, не стоит из этого делать выводов, что это все надо рассматривать через призму, вот, что с этого, что они думают об Украине. К сожалению, возможно, ничего. И для меня по поводу Трампа, я это много раз даже в этом разговоре говорил, еще раз скажу, трагедия в том, что Трамп, скорее всего, его это все просто раздражает. Почему он должен не играть в гольф с миллиардерами и не заниматься какими-то экономическими делами там с Китаем, со всеми вот этими интересными, с Европой, руки выкручивать там по поводу всего, а должен бесконечно тратить свое драгоценное время, уходящий, как немолодой человек, на двух упрямых Владимиров, которые там что-то делят совершенно ненужные, неинтересные ему территории, до которых ему вообще нет никакого дела. Да? Чума на оба ваших дома. И Путин, повторюсь, его к этой мысли, мне кажется, в нем ее поддерживает. Да, убедись, Дональд, что мы упрямые, значит, вот такие непонятные тебе люди, тебе тут вообще не место, плюнь на все это. Или заставь их подписать то, что мы хотим, и все кончится. Прям сразу. И ты будешь весь в белом. Или уходи просто, а мы тут продолжим нашу резню, так сказать, по дереву, и будем резаться, пока нам самим не надоест, а ты, значит, раз тебе не интересно, ну и уходи. Это оба варианта Путина, к сожалению, устраивают. Кроме него нет больше ни одной из сторон, у которых будет такой широкий выбор. На самом деле в Америке, наверное, тоже у Трампа есть такой выбор. Да? Ну, типа, и черт с вами, я не буду. С точки зрения имиджа, опять же, его беспокоит имидж внутри Америки. Он может начать нагнетать свою популярность внутри Америки другими методами.
Просто уйдет эта тема из американской повестки, не будут про это писать. Он начнет там поедет с Кимом встречаться, кстати, это они же обсуждают таким, он же уже это делал. Поедет в Пекин съездит, например. Ну что, договорились с Китаем, прекрасная сделка, еще что-нибудь. Он много чего может порадовать своих избирателей, просто игнорируя факт, что где-то там продолжается война. Вот в чем проблема, мне кажется. Федор, последнее время это тоже очень интересный, скажем так, тренд. В российском сегменте ультрапатриотическом публикуют разные высказывания, как это, переобувшихся, уехавших. Латынину вспоминают, там целый ряд лиц. Есть в этом списке и вы, приводят цитаты, мол, в 22 году было, вы говорили, что с самого начала вы болели за Зеленского и надеялись на то, что он примет парад победы. В 25 году приводят ваши цитаты, что Украина по итогам войны лишится территории и суверенитета, а Зеленский воюет с русскими, а не с армией России. Что сказать, недолго осталось похоже. И вот эти, я думаю, вам встречались, да? Вот эти... Не встречались, и я хочу сказать, что я ведь человек, живущий в информационном потоке, как и все. Когда началась война в 22 году, я, безусловно, сочувствовал Украине, потому что на Украину напали. А не потому... И, кстати говоря, я не могу сказать, что я когда-либо был фанатом Зеленского персонально. Во всяком случае, может быть, он мне нравился в момент, когда он противостоял Порошенко и в начале его карьеры, но как только к осени 22 года риторика украинских властей официально изменилась и пошла вот это вся рассуждение про генетических рабов и что все виноваты и так далее, я как-то про Зеленского, если кто-то найдет цитаты, где я восторгаю Зеленским, я не восторгался Зеленским. Я действительно придерживался той точки зрения, придерживаюсь сейчас, что Украина является жертвой этой войны, что, кстати, не обязывает меня быть в восторге от украинского правительства и поддерживать все то, что говорит Зеленский, Подоляк и прочие чудесные люди, которых так любят цитировать. И то, что ситуация меняется, да. Конечно, для меня, как для многих, переломным стал, наверное, 23-й год, когда стало очевидно, что никакого контрнаступления не будет. И дальнейшее рассуждение о военной победе Украины, это самообман. И я, в общем, про это стал говорить. То, что как-то у людей меняются взгляды под влиянием ситуации, мне кажется, это нормально. Гораздо глупее выглядят люди, которые в 22-м и сейчас продолжают рассуждать о том, что Зеленский примет парад победы. Да? Очевидно, что никакого парада победы в Москве Зеленский принимать не будет. Я, кстати, не помню, чтобы я такого говорил. Может, и говорил. В начале войны действительно все были в эмоциональном каком-то измененном состоянии. Да? Что касается других людей, знаете, есть феномен трампизма. Значительная часть людей, которые действительно уехали в сторону радикального фактически повторения путинского темника, это люди, которые стояли на позициях трампизма. Они сделали очень большую ставку на Трампа. То есть они сначала всем рассказывали, что сейчас придет Трамп, загнет Путина в бараний рог, Трамп великий, потому что они там по своим каким-то убеждениям правые либертарианцы, консерваторы, вот им все это нравилось, демагогия. И они действительно до последнего всех нас готовили к тому, что вот вы дураки-леваки, значит, все против Трампа леваки, хотя никакой я не левак. Вы типа ничего не понимаете, сейчас вот Трамп придет, и он вам покажет, как надо. Да? Пришел Трамп, стал вести эту политику, которую мы обсуждаем. И люди, которые все ставки сделали на Трампа, и почему-то они прикипели к нему сердечком, они продолжают вместе с Трампом двигаться в эту сторону. То есть я же не могу сказать, что, извините, я обманывался. Оказывается, Трамп не загинает Путина в бараний рог, и вообще все не то. И они вместе с Трампом поехали в ту сторону. Я как считал, так и считаю, что нападение на Украину было немотивированным, жестоким, бессмысленным. Вся эта война является агрессивной войной, развязанной Путиным. У меня нет никаких симпатий к Путину. И, кстати, в отличие от многих, кто уехал из России и разочаровался и говорит, что в России лучше, я не могу вернуться в Россию, хотя бы потому, что я там в розыске, против меня уголовное дело. То есть для меня такой опции, что-то не нравится мне сервис в Европе, я сейчас поеду домой, и вообще там все хорошо. Там нехорошо. Там репрессии, там плохо. И я уехал из России в 2020 году, еще до войны, и мои претензии к Путину не связаны напрямую с этой войной. У меня к Путину были претензии, есть претензии, и останутся претензии, чем бы эта война не кончилась, по чисто внутрироссийским причинам. Вообще, мое убеждение, что многие мои, так сказать, товарищи, которые там сами себя считают оппозиционерами, в какой-то момент спутали антипутинскую повестку с проукраинской, с прозеленской, я бы даже сказал. А это разные вещи. А если бы даже Зеленский завтра помирился с Путиным, и они стали обниматься и говорить, что как они любят друг друга, для меня бы ничего не изменилось в этой ситуации. Для меня Путин как был, так и останется исчадием ада и злом для меня и моей страны. Поэтому тут вопрос, какова у нас, так сказать, критерий
кто за что воюет и кто с кем воюет. Да? Вот у меня моя маленькая какая-то война с Путиным, которая не закончится, чем бы ни кончилась эта война, потому что, повторюсь, она не с этого началась и не про это. И у него, кстати, со мной. Да? В смысле, не у него, российского государства. Не за выступление против войны и в поддержку Зеленского, если они когда-то даже и были, меня там судят, ищут. У меня ко мне другие претензии, абсолютно. Поэтому, мне кажется, это попытка выдать желаемое за действительное. Те, кто якобы разочаровался и уже сейчас готов подпевать Путину, это люди, которые на самом деле всегда были криптопутинистами, которые по своим ценностным характеристикам поддерживали Путина. То есть вот для меня очень важны ценности. Они у меня есть, и они не зависят от Зеленского, от войны, от Трампа, от Папы Римского, от кого-то еще. Вот я сам считаю, что что-то зло, значит, оно зло. А были люди, для которых ценность связана с каким-то конкретным человеком, с какой-то конкретной ситуацией. И вот ситуация меняется, и у них ценности меняются. Я не поменял своих взглядов ценностных за годы этой войны и не планирую это делать дальше. Война заканчивается. Есть такая опция, она может закончиться и довольно быстро. Если вот все пойдет по сценарию, что Трамп все-таки заставит Украину пойти на какую-то сделку каким-то образом, хотя пока не прорисовывается, или же наоборот, я не знаю, что там произойдет какой-то крах на фронте украинского, ну, то есть если вдруг у Путина есть еще какие-то ресурсы, и вдруг сейчас там что-то, тяжелая ситуация на фронте еще более ухудшится, и под влиянием этих негативных ситуаций Украине придется пойти, да. Но есть опция, при которой война будет длиться дальше. То есть если, допустим, Трамп умоет руки и скажет, так, все, я ушел, Европа будет продолжать помогать Украине в том объеме, в котором она может, это может привести к тому, что война вот в каком-то режиме кровавой бойни будет продолжаться еще какое-то время. То есть, понимаешь, он когда-то кончится, да, и Первая и Вторая мировая война, они длились 4, Вторая мировая длилась 39-го, 6 лет длилась. Но это все-таки была гораздо более масштабный конфликт, если уж честно. Да, эти аналогии натянуты. Первая мировая война длилась 4 года. Ну, сейчас война уже идет 4-й год. Вот это украинская. Мне кажется, что больше 4-5 лет просто никакая война уже не может длиться. Это какая-то совсем уже пережитки средневековья. 100-летние войны, 30-летние войны. Тогда другая была оружие, другие были ситуации. Да? Очевидно, конец войны где-то мы перевалили за середину, и, наверное, мы ближе к концу. Но насколько мы близки к концу, я не знаю. Счет на дни, на недели, на месяцы или все-таки еще там год. Но не думаю, что больше. Федор Крашенинников был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Да, спасибо большое, Александр. С вами всегда такие хорошие разговоры, и я их очень ценю. Да, друзья, оцените и вы в комментариях. Не забудьте поставить лайк или дизлайк. Но главное, не проходите мимо. Федор Крашенинников, его YouTube-канал и телеграм-канал в описании к этому видео. Берегите себя и друг друга. Всем добра и света. Увидимся.